Я начал заниматься дизайном году в 98-м. Я работал в очень маленькой компании, которая делала самые примитивные рекламные заставки для регионального телевидения. Я учился в Хабаровске, и мы там делали такие смешные заставки из серии там «Продам гараж» или там «Поздравляю с днем рождения от своего любимого дядю». Ну, вообще, когда там мне было 16, 17, 18 лет, телевидение играло роль основного медиа и развлечения. То есть в интернет пускали еще очень сильно по талонам, и он был довольно сильно дорогой и медленный, и мультимедиа там никакого не было. Особенность работы на телевидении, особенно на телевидении с информационным сегментом, заключается в том, что здесь все происходит очень быстро. И там иногда ты завтра занимаешься чем-то совсем неожиданным и очень увлекательным, о чем ты вчера еще не подозревал. У нас есть задачи, которые с нами постоянно, каждую неделю. Например, это оформление документальных фильмов. Мы делаем 52 оформления документальных фильмов в год. Бывает, что у нас какой-то большой проект, например, оформление сериала, и тогда мы движемся несколькими параллельными потоками. Да? Кто-то из парней рисует логотип, с кем-то мы вместе придумываем плакаты. Это, как правило, несколько решений, несколько кей-имиджей. Параллельно мы делаем какой-то ретач тех фотографий, которые мы заранее отсняли. То есть это такой многоуровневый, многоступенчатый процесс, который там протекает одновременно, да, то есть много людей работает. Простенькие вещи мы делаем в одного и очень быстро. Ну, мой основной рабочий инструмент — это Photoshop. Если ты знаешь Photoshop и ты умеешь что-то нарисовать или сделать, или собрать композицию в Photoshop, сделать скетч в Photoshop, то потом из этого ты можешь сделать и анимацию, или ты можешь потом перенести это в диджитал, какие-то вещи можешь сделать, да, там лендинг, веб-страницу, интерфейс. Ну вот мне нравится то, что мы сделали для оформления РЕН-ТВ. В общем-то, довольно высоко была оценена работа, и мы там попали в шорт-лист британской премии Promax, и, к сожалению, не победили, но соревновались на равных с BBC, с Sci-Fi, то есть с такими грандами телевизионного дизайна. Вот TEFI мы получили в прошлом году за идентику канала, который мы делали с картинами Василия Ложкина. Вот это тоже был интересный опыт, такой анимационный. Я много читаю, я там стараюсь каждую неделю какую-нибудь новую книгу по профессии прочитать или хотя бы пролистать. Книги — это важно, потому что сейчас очень много дизайнеров в профессии, которые при всем при том, что они очень грамотные технические и они многие вещи могут в силу насмотренности повторить, но часто им не хватает каких-то фундаментальных вещей в композиции, да, вот в цветовых решениях, в типографике очень часто. Технически мне, конечно, за ребятами уже не угнаться. То есть то, что делают они, особенно в 3D и на каком уровне, это уже там иногда выше моего понимания. У нас вообще внутри студии у нас заслугократия. Кто много сделал, тому многое позволено. Вот. В этом плане у нас, конечно, дедовщина, и это совсем не демократия. Новеньких сотрудников очень часто приходится опекать, курировать, приходить к ним с готовыми решениями и говорить: давай сделаем так, давай сделаем так. Ну вот этой вот историей я прям горжусь, потому что она такая примитивная, но такая классная. У нас один раз был очень большой технологический разрыв. Там была профилактика на, по-моему, часов на 10, то есть она была очень длинная. И мне пришла в голову идея, что мы же можем любое изображение использовать в качестве настроечной таблицы, абсолютно любое. И мы тогда сделали такую специальную, особую настроечную таблицу, посвященную новому проекту, который тогда на ТНТ как раз выходил. И вот это просто накануне запуска проекта по всем эфирным зонам, по всем стволам шла вот такая вот настроечная таблица. Не обязательно, чтобы решение было технологически очень сложным, оно просто должно быть каким-то необычным, смелым. Мне очень нравится то, что делает Антон Ненашев для Первого канала. Он из тех людей, которые сохраняют в себе вот этот вот задор, вызов прошлого, когда именно дизайн на ТВ был чем-то важным, чем-то очень
ну, ценностью самой по себе. И он по-прежнему это делает, то есть его работы по-прежнему вот очень смелые и очень такие, ну, как сказать, заметные, да, то есть вот та история с белками, это же, ну, очень круто. Как сбалансировать менеджерскую и креативную составляющую? Ну, вообще с этим беда, конечно. То есть, по большому счету, это совсем разные активности, и как только ты начинаешь садиться рисовать, у тебя вся менеджерская история выключается в этот момент. И надо не бояться, когда не стесняться отдавать. То есть, как только ты доволен эскизом, как только ты доволен концепцией, надо не бояться ее просто отдавать на доделку другим людям. И пусть она будет в итоге выглядеть немного по-другому. Это не значит, что она хуже, да, это просто ее пропустили через свое видение другие люди. Надо к этому относиться проще. Я вот для себя это понял, что, ну, как бы, надо немножко все отпускать. Хорошая идея, мне кажется, каких-то вот формальных критериев не может быть. Просто когда идея действительно хорошая, ты это понимаешь сразу. И дальше, как бы, ради хорошей идеи ты уже можешь все остальное построить вокруг нее. Вот это то, что мы делаем сейчас. Нам давно хотелось сделать что-то именно вот в таком стиле, в современной каллиграфии. И мы не знали, куда это, да, то есть что это может быть. И получается, что мы придумали концепцию под это визуальное решение. То есть бывает и так, когда тебе просто очень хочется какое-то визуальное решение сделать, ты можешь как бы целую концепцию, целую литературу завязать как бы на него. Так тоже бывает. И это тоже вполне допустимо, вполне круто. Как могут меняться идеи? Вот мы делали идентику на майские праздники, да, и вот изначальная идея была в том, чтобы вообще сделать такую пародию на инструкции IKEA. То есть изначальная идея была в том, чтобы вот именно в этой стилистике придумать ролик о том, как на первомайские праздники, как проводить время, чем заниматься. И вот, собственно, в процессе там производства, в процессе обсуждения эта стилистика мутировала и мутировала довольно сильно. То есть как бы она просто поменялась визуальная концепция, то есть поменялась там картинка, подход, стиль рендера, все поменялось, идея осталась. Так тоже было. Но мы, конечно, много готовимся к каким-то показам, да, к утверждениям, показываем эскизы в таком раздаточном виде, потому что это людям всегда приятно подержать в руках. И это очень наглядно, особенно если нужно выбрать из нескольких вариантов, ты можешь разложить на большой плоскости, и вы можете обсудить какие-то вещи. Вот. А поскольку природа творчества, она во многом комбинаторна, то есть из комбинации каких-то вещей рождаются новые, то вот именно развеска или раскладка по какой-то поверхности, это очень важно. Мне кажется, сейчас площадка, на которой происходит максимальное соревнование именно дизайнерских решений, это оформление сериалов. Оформить хорошо, качественно титры – это то, что многие дизайнеры бы хотели. Там за последние 5 лет всех поразило, и что очень многие сразу же бросились копировать, это True Detective. То есть вот эта вот работа, которая была сделана с двойной экспозицией, была процитирована после этого миллион раз. И у нас, и за рубежом. Из наших сериалов мне очень понравился, как оформлен метод. Все сериалы, которые делает Среда, вот, практически все они оформлены очень круто. Я считаю, что очень важно для определенных дисциплин, чтобы человек быстро включался и быстро ориентировался. Потому что условия игры могут быстро поменяться. Человек, который медленно ориентируется, и он не справится. Вот в нашей профессии, когда ты работаешь с мультимедиа, надо быстро соображать и быстро бежать.